Ай, мои креветочки ароматные, ну шо, наконец-то таки ваша любимая ютубовская королева Макс Земля Шоу вышла из депрессии. Осенний поцелуй после жаркого лета. И мы сегодня будем обсуждать великолепный фильм Джона Карпентера «Принц тьмы» или «Князь тьмы» 87 года с Дональдом Плезенсом, Элисом Купером и Виктором Вонгом. Как хорошо, сейчас вам все расскажу. Это даже не фильм ужасов, это скорее стендап на тему физики и лирики. Лирики тут это батюшка, а физики это ученые с лабораторией. Встречаются они, один говорит: ты веришь в Бога, второй говорит: а ты веришь в квантовую физику? И у обоих одинаково квадратные глаза. Сатана тут показано, как зеленый борщ апокалипсиса. Карпентер задумал целую апокалиптическую трилогию. Сначала нечто, затем «Князь тьмы» и, конечно же, в конце «В пасти безумия» с Сэмом Нилом. Все фильмы про конец света сняты с такой любовью, словно Карпентер реально ждал конец света, чтобы не отвечать за кассовые сборы. Карпентеру дали $3 миллиона и полную свободу. 30 дней съемок и готово. Фильм начинается с того, что батюшка сыграл в ящик, а в руках у него была шкатулочка. В шкатулочке ключик, прямо как в сказке. Открой дверь, получишь счастье. Только счастье то было не в виде золота, а в виде зеленого борща. Я вам говорю, лучше бы нашли ключ от квартиры, где деньги лежат. Этот батюшка был частью секты «Спящие братья». Они там все дали обет молчания. Я вам говорю, если бы в Одессе хоть одна теща дала такой обет, ее бы сразу в святые записали. Дальше появляется еще один батюшка, которого играет Дональд Плезенс. Ну, вы знаете, такой, у которого в глазах не святой дух, а желание найти приключения на свою задницу. Лезет он в подвал старой церкви в Лос-Анджелесе, и что вы думаете, ключик подошел, дверка открывается, а там целый зал со свечами, а в конце зала сосуд. Ну, в смысле, не сосуд, сосуд, колбочка, а в сосуде том не компот, не самогоночка, а зеленый борщ 7-миллионной выдержки, ну прямо как водочка антихристовка. Этот борщ эманация зла, ну прямо как кефир в холодильнике, который неделю там стоял и зажил своей жизнью, а потом мечтает в кого-то вселиться. Священник понял, что одному ему не справиться, и позвал профессора. Тот профессор ученый гений, только академики его не признали, потому что им страшно. Собрал он команду: химик, микробиолог, историк, плюс аспиранты на подтанцовку. Приехали в церковь, поставили оборудование, получилась лаборатория. Еще бы мангал поставили, можно было бы шашлыки жарить. Как только они разложились, церковь окружают молчаливые люди. Руководит ими местный бомж, которого играет Элис Купер. Стоят, молчат, мешают проводить эксперименты. Один смотрит на церковь, второй смотрит на небо, а на небе вспыхнула сверхновая. Звезда взорвалась миллионы лет назад, а свет только сейчас пришел, чтобы борщ разогреть. Выяснили они, что жидкости 7 миллионов лет, и живет она как культурная одесситка. Питается чужой энергией и жалуется, что ей мало. А потом начинается цирк с конями. Всем снится один и тот же сон, мол, это не сон, а телепередача из будущего, из 1999 года. Тем временем зеленый борщ начал влиять на людей. Первой подалась радиолог Сьюзан. Вроде была приличная девочка, дружила с дозиметром, а теперь фанатка сатаны. Начались убийства. Коллеги превращаются в ходячих мертвецов. Зомби шастают, профессор кричит, аспиранты бегают в ахуе, а борщ пузырится. Сейчас вам будет дискотека. Выясняется, что вся эта пьянка была ради одной студентки по имени Келли. Она избранная, как Нео из «Матрицы». Что я вам хочу сказать? У нас в Одессе такие студентки: в понедельник ангел, во вторник ведьма, а в субботу портал, через который готова впустить в себя все, что угодно. Келли должна была через зеркало впустить принца тьмы. Ну, вы поняли, та еще аферистка. Если бы Джон Карпентер снимал этот фильм в Одессе, он бы назывался «Князь тьмы на привозе». Становимся в очередь, у нас акция. Мои барабулечки, не забывайте подписаться на этот канал Макс Земля Шоу. Мне так нужна подписочка. Ну и обязательно ставьте лайк, пишите приятные комментарии и не забывайте теребить колокольчик за клиторочек, чтобы не пропустить новые видео от Максюши. Макс!